Мы исходили из того, что сейчас есть необходимость появления такого доклада, поскольку отношения между Россией и Азербайджаном, как в контексте регионального сотрудничества, так и по более глобальному комплексу внерегиональных проблем, имеют тенденцию к выходу на новый уровень сотрудничества по целому ряду направлений. Однако и в сфере безопасности, и в сфере торгово-экономических проектов, и в сфере шире, если говорить, совместного модернизационного проекта, необходимо учитывать несколько факторов, которые в рамках этого доклада были рассмотрены. Если говорить о конкретных рекомендациях, то в торгово-экономической сфере мы отталкивались от того, что нам необходимо выйти на всеобъемлющий договор о защите инвестиций, системно улучшить качество таможенного обслуживания на границе двух государств. Здесь, безусловно, речь идет о самых современных методиках таможенного учета, которые необходимо внедрять в практику этой деятельности, развитие транспортных коммуникаций, углубление кооперации в аграрном секторе, потому что это направление, которое является огромной перспективой в целом с точки зрения конкурентоспособности на аграрном рынке. И здесь есть перспективы создания лизинговых компаний, совместных предприятий между российской и азербайджанской стороной. В гуманитарной сфере это активизация контактов на уровне исследовательских центров. Сейчас активное изучение темы современного Азербайджана идет в Российском государственном гуманитарном университете, на историческом факультете МГУ, в ряде ведущих научных и исследовательских центрах России, таких, например, как Российский институт стратегических исследований. Задача состоит в том, чтобы скоординировать усилия этих исследовательских центров с азербайджанскими коллегами, выйти консолидированно на общую повестку дня и, не стесняясь, рассматривать вопросы не только в плане, как это было часто принято раньше, таких праздничных, торжественных мероприятий, но открыто и публично, с выходом на информационное поле, говорить о проблемах, которые существуют в двусторонних отношениях. Формирование новых диалоговых площадок в медийной сфере, Каспийский форум медийный, есть тоже конкретные предложения, которые в рамках этого доклада обобщены, и активизация журналистских обменов между регионами, в которых уже сейчас огромную роль играет агентство РИА Новости, за что ему огромное спасибо. В гуманитарной сфере развитие систем молодежного обмена, об этом во время поездки делегации исторического факультета МГУ и встреч с представителями гуманитарных структур Азербайджана шла речь буквально недавно, в канун 9 мая. Введение образовательной программы вузов, имеющих кафедры стран СНГ, как специализированное направление каспийской тематики, создание условий для развития туристических кластеров на Каспии. Отдельно проект, который, видимо, заслуживает, скажем, особого рассмотрения, это проект в области высоких технологий на базе Сколково азербайджанской региональной инновационной зоны. Формирование новых программ сотрудничества между Академией наук двух стран и, наконец, создание в Баку Международного центра исследования Каспийского региона. В сфере безопасности, как я уже сказал, мы не брали как предмет особого изучения этого доклада карабахскую тему, которая является для всего региона, и для Азербайджана, и для России очень серьезной проблемой. И акцентировали внимание на тех вопросах, которые можно решать в двустороннем формате и уже сейчас. Это создание единого операционного центра реагирования и информационного мониторинга на Каспии, создание совместного центра контроля воздушного пространства. И в целом, мне кажется, что тема безопасности – это как раз тот сюжет, который нужно выделить в рамках, если мы сделаем наши вот эти исследовательские проекты на постоянно действующей основе, как особую структуру, которая будет работать, наверное, даже в режиме, может быть, предоставления ежемесячных совместных мониторингов по проблемам безопасности. Таким образом, если мы говорим о том, что Россия и Азербайджан выходят на реализацию совместного модернизационного проекта, то три задачи и три условия. Первое – это повышение качества взаимных инвестиций, совместный поиск новых резервов роста, в том числе с точки зрения кадровой политики, движения к экономике знания, обеспечения так называемой умной экономики через усиление качества кадрового потенциала. Поддержка бизнеса на разных уровнях, и здесь в резолюции есть конкретное предложение создания Совета инвесторов и Межгосударственного банка развития. Второй момент – это устранение барьеров торговли товарами и услугами, повышение конкурентоспособности России и Азербайджана в рамках глобальной конкуренции.
И третий момент, который здесь в презентацию не вошел, отдельно он касается аспектов, связанных с гуманитарным и образовательным сотрудничеством. Это расширение сети филиалов российских вузов в Азербайджане и, в свою очередь, создание благоприятных возможностей для обучения азербайджанских студентов в российских вузах и российских студентов в вузах Республики Азербайджан.